Все любят приключения, а дети любят их особенно. И если они могут попробовать стать рыцарем, колдуном, лучником или варваром с огромным топором, то почему бы не отправиться им в путешествие в сказочную пещеру, где ждут несметные богатства и монстры, но не очень страшные. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia, на столе у меня сегодня Тайна пещера Толка, и это детское приключение, где каждый ваш маленький искатель приключений и авантюрист возьмет под управление одного из героев, будь то, соответственно, маленький колдун, варварша, рыцарь или лучница, и отправится в подземелье Толка, которое населено монстрами, но и также богато на сокровища. Тот, кто сможет вытащить больше всех сокровищ, победить больше всех монстров, ну не победить, а в данном случае напугать, тот и станет победителем в этой игре. Но при этом в игре хорошо развита кооперация, потому что дети смогут помогать друг другу и за это получать вознаграждение, которое поможет им в дальнейших приключениях. Давайте потихонечку разбираться, как играть в Тайны пещеры Толка. Итак, в начале игры каждый персонаж получит себе такой планшетик, получит себе стартовое задание одно. Если он выполнит его, он сможет получить себе сразу другое после этого. Дальше получит себе 3 жетончика жизней, каждый из которых дает ему 2 победных очка, и карточку, которая является его навыком. Эти карты будут очень важны и полезны, и это основной механизм игры, который будет помогать вам проходить сложности в этом подземелье, прогонять монстров и проходить испытания. Всего есть 3 навыка. Это сила, магия и мудрость. И каждый игрок будет собирать в себя такой комплектик карт для того, чтобы потом их рано или поздно сбрасывать. Важный момент в том, что игра по правилам максимально простая, и дети разберутся с ней очень быстро и даже смогут играть без взрослых, если вы пройдете с ними хотя бы пару ходов. А вся механика заключается в том, что у нас есть подземелье. Изначально в него выкладываются все карты, которые у вас есть. Красные карты выкладываются вот в эти правые комнаты, а зеленые и серые замешиваются случайным образом и выкладываются вот в эти комнаты. И постепенно вы будете открывать это подземелье, вскрывать новые комнаты, смотреть, что в них находится, и каким-то образом с этим справляться. Сейчас я расскажу, как это будет происходить подробнее. Серые карты, очень важный момент у нас, это всегда позитивные карты, но на них незначительные награды. Зеленые карты могут содержать опасности, но и награды на них, конечно же, получше. А красные карты самые опасные, но и награда на них максимальная. Игра закончится тогда, когда будет перевернута последняя карта. После этого игроки сыграют еще 2 раунда, для того, чтобы разобраться с теми картами, которые еще не были удалены с игрового поля. И после этого почитают все звездочки, которые накопили вот здесь и здесь. И кто-то один из них станет победителем. Что же игроки делают в свой ход? В свой ход игрок всего лишь открывает одну из карт, до которой может дотянуться, но не руками, а его персонаж. Смотрит, что на ней происходит, получает какую-то награду. Ну, давайте разбираться. Смотрите, вот у нас здесь вход в пещеру Толка. И открывается первая карта. Эта первая карта хорошая, она дает награду. В ней нам сказано, что мы можем получить 2 любые карты, которые есть из этого списка. И, например, первый персонаж, он понимает, что у него нету синеньких и красненьких, поэтому возьмет себе одну синенькую карту, фиолетовую в смысле, и одну красненькую карту. А также получит специальный жетончик. Эти жетоны — это дополнительные победные очки, и все построены по одному и тому же принципу. Если, например, вот конкретно этот жетон получила Айви, то она получит за него больше очков, чем если бы его получил Крэш, Скайлар или Ноа. И вы просто складываете их себе сюда, и вот ваши жетончики с победными очками. Все, он свой ход закончил, дальше идет следующий игрок. И этот игрок может выбрать любую комнату из тех, которые открыты из этой комнаты. По диагональке ходить нельзя, а здесь у нас стена, то есть можно выбрать либо эту, либо эту. И это у нас был первый персонаж, он сходил сюда. Второй персонаж идет к нему и вскрывает, например, вот эту. Получая здесь себе 3 карты волшебства и 1 жетончик еще. 3 карты волшебства взял, жетончик получил. И этот персонаж уже может открывать следующую карту и так далее, и так далее. То есть постепенно будет открываться жетон. Вот эта карточка говорит о том, что вы можете забрать себе желтый жетон. Он сразу выкладывается сюда. Но для этого вам нужно будет сбросить желтую карту и красную карту. Плюс при этом вы получите 3 победных очка. Поскольку это первая карта, которую скрывает наш рыцарь, у него этих жетонов нету, жетончик остается здесь. Но следующий персонаж может на эту карту не обращать внимания. Эта комната уже исследована. Да, у него тоже пока нет этих карт, но это не останавливает его от того, чтобы идти через эту комнату. И он встает сюда и вскрывает вот эту. Получает за это 2 желтенькие карты и радуется жизни. Эта карта уходит также в сброс. Далее у нас сходит опять желтый персонаж, и он имеет возможность либо пойти сюда, 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 и даже может пойти в красную комнату, потому что здесь у нас дверка. Но давайте посмотрим, что же у нас бывает в красных комнатах. И он идет сюда. Здесь открывается у нас 2 зуб. Это монстр.
И для того, чтобы победить, нам нужно было бы сбросить 2 карты силы и 2 карты магии. У нас, к сожалению, есть только 1 карта силы и 1 карта магии. В этом случае мы не можем его победить, остаемся на нем и сбрасываем себе 1 карточку сердечка. К сожалению, мы потеряли 2 победных очка. Проиграть и вылететь из игры абсолютно нельзя, потому что если вы потеряли последнюю жизнь и вновь у вас не получается победить монстра, вы просто пропустите свой следующий ход, а за это восстановите себе 1 карточку сердечком. Но, тем не менее, пока ничего страшного не случилось. С другой стороны, мы могли бы попросить вместо потери жизни других игроков нам помочь. И сказали бы, типа, ребят, помогите, пожалуйста, мне нужны карты 1 желтая, 1 фиолетовая. И вот этот вот игрок говорит, окей, я тебе помогу. Потому что против своей стрелки идем по игрокам. Он говорит, я тебе дам фиолетовую карту. Я забираю у него 1 фиолетовую карту, а он получает за это карту хорошего парня, ну или классной девчонки. Эти карты выкладывают сюда, на них много всего интересного. На них есть победные очки, дополнительные жетончики, сокровища, лишние ходы и куча всего интересного, что может помочь вам в вашей игре. То есть, отдавая карту, вы получаете гораздо больше, чем получили бы просто за 1 эту карточку. Но, с другой стороны, вам труднее будет с комнатами справляться иногда, если вы не получите дополнительные карты за нее. То есть так, по факту, вы можете, будучи хорошим парнем, отдать 1 карту, получить себе 2, и поэтому получается, что помогать в этой игре очень полезно. Дальше следующий игрок, у него нет желтой карты, которая нам нужна, у этого игрока нет желтой карты, которая нам нужна. Опять переходим к нему, он дает там еще и желтую карту. И за это получает еще 1 карту хорошего парня. И ему же еще выгодно было, потому что у него задание такое. Сейчас расскажу про это подробнее. И теперь у нас есть нужные карты, мы их сбрасываем. И мы победили Двузуба. Кладем его себе сюда, у нас будет 4 победных очка в конце игры, и это прям классно. Ну и другие игроки теперь смогут пойти в красные карты. Потом сходил этот игрок, отходил тоже свой ход, и важный момент, который у него будет, то, что он выполнил свое задание. На конец хода у него есть 2 зеленые карточки на его планшете. Это задание он перекладывает сюда и берет себе новое. Ему нужно иметь 7 таких карточек, теперь разных, для того, чтобы получить дополнительное задание и получить очки за это. Таким образом, мы будем ходить по подземельям и вскрывать карты, и проходить испытания. Кто-то сможет прийти сюда, обратно вернуться и забрать с этой карточки желтый кристалл, получить за это 3 победных очка и быть молодцом. Кто-то может пойти открывать новые комнаты. Кто-то может идти и бороться с монстрами, которые уже были открыты и до сих пор их никто не победил. Потихонечку вы будете исследовать все подземелье и узнаете, что там творится в пещере Толка. И когда последняя карта, допустим, вот это она, будет перевернута, и даже если еще другие карты есть, лежащие лицом вверх, в которых кто-то что-то не получил, там монстры или еще кристаллы, в игре дается еще 2 круга, и после этого игра заканчивается, и игроки подсчитывают победные очки. А победные очки они получают за оставшиеся сердечки, за все карты, которые лежат здесь, за карты хороших парней, за жетончики, которые у вас лежат, специальных предметов, которые вы получили по награде из закрытых жетончиков. Все посчитали, тот, у кого больше всех, тот победил. Очень простая игра про исследование подземелья для детей, прям на минимальном уровне сложности. Считать все несложно, с минимальными навыками счета уже можно разобраться, потому что вам здесь прям нарисованы символы, которые вам нужны. Ребенок просто берет, скидывает карточки по количеству, которое ему нарисовано, и проходит квесты. Выполняет задания и радуется потому, что ему помогают его друзья, а они радуются тем, что помогают ему, потому что они получают еще большие плюшки и большие награды. Поэтому, если вы хотите себе игру, в которой будет приключенческой, при этом соревновательный и при этом не обидный, потому что все друг другу в ней еще и помогают. Если кто-то выиграет, то мы это узнаем только в самом конце. И потом, может быть, конечно, кто-то расстроится, но будет радость тому, что типа ему помогали, и он все-таки много всего набрал, то «Тайна пещеры Толка» вам вполне подойдет. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.